Арест Лаврова, Путина и Мишустина, в Узбекистане скандал из-за эксплуатации детей, а Лукашенко, стоя у алтаря, сделал громкое заявление в адрес Зеленского. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Путин замаливает грехи и дарит российским военным цепочки со своими инициалами. Мир тем временем готовится к аресту российской правительственной тройки. Нарушенное обещание. Трамп меняет планы и правила. Почему в Украину решил не приезжать человек, который разработал стратегию по сделке между Москвой и Киевом? Бразилия передала Казахстану данные из черных ящиков рухнувшего самолета под Актау, а в Узбекистане новые запреты после грандиозного скандала. В чем суть? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Украина согласовала модель спецтрибунала, в котором в будущем планирует судить российских военных, главных пропагандистов Кремля, а также Путина, Лаврова и Мишустина. В Киеве заявляют, что сейчас идет активная работа с западными партнерами, которые непосредственно участвуют в создании данного трибунала. Но ожидать, что он заработает уже в этом году, не стоит. В офисе украинского президента намекают, что на это могут уйти годы. К тому же в Киеве уточняют, что союзники Украины долгое время не могли прийти к общему знаменателю относительно судьбы Путина, Лаврова и Мишустина и лишения этой кремлевской тройки иммунитета. Обычно главы государств, правительств и министры иностранных дел обладают специальным иммунитетом перед судебным преследованием, и их нельзя судить в национальных судах, но можно привлечь к ответственности в международных органах за самые большие преступления. Это и военные, против человечности, а также за геноцид и агрессию. У Зеленского уточнили, что страны, которые категорически были против снятия иммунитета с российской верхушки, боялись создания в будущем прецедента против их лидеров. Наши партнеры во всех вопросах тормозные, не только в этом вопросе. И в вопросе компенсации, и в вопросе конфискации, и в других вопросах. На самом деле они не живут в этих реалиях, условиях, в которых живем мы. Поэтому для них это обыденное дело, одна среди сотен задач. А для нас это дело выживания и сохранения страны и нашего народа. Путин, тем временем, на которого уже выдан ордер на арест Международным уголовным судом, пытается замолить грехи. Рождество он решил встречать в Москве. В этом году посчитал, что россияне на войне должны быть с цепочками на шее. Песков раскрыл тайну. Инициалы Путина выгравированы на этих ювелирных украшениях. Думаю, что им будет особенно приятно получить эти символы веры, тем более освященные вами, да еще и в рождественские дни, в рождественскую ночь, во время рождественского богослужения. Цепей ли с крестами на шее и благословения Гундяева хотят россияне? Как считаете? Делитесь своим мнением в комментариях. Лукашенко тоже отправился в турне по храмам. В Рождество, уже стоя у алтаря, начал рассказывать о России и Беларуси, которых кто-то душит, а тактика и стратегии, которую избрал он и Путин, помогает достойно жить, уверяет непризнанный политик. Кроме того, накинулся Лукашенко и на Зеленского, заявив, что белорусская диктатура лучше украинской демократии. Да и вообще время даст оценку действиям Путина, Лукашенко и Зеленского, а не люди, намекает самопровозглашенный. Если нас тянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и Церковь учит. Делаем свое дело. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что мы тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Такие выпады в адрес Зеленского Лукашенко сделал буквально через сутки после того, как украинский президент в интервью американскому блогеру заявил, что в первые дни полномасштабного вторжения созванивался с самопровозглашенным президентом Беларуси, и тот просил прощения за то, что российские ракеты летят по украинским городам с территории его республики. Мол, Путин виноват, а не он. В пресс-службе Лукашенко накануне признали, что разговор действительно был, но уверяют, что Лукашенко не извинялся, потому что извиняться перед Зеленским и народом Украины не за что.
США должны извиниться, а Путин отправится за решетку. В одном из последних выпусков я задавал вопрос нашим подписчикам в YouTube, а какое событие для вас лично стало бы неожиданным в 2025 году и таким, которое могло бы изменить мир? Ответов было немного. Например, кто-то считает, что в 2025 году США должны извиниться за убийство диктаторов, президентов Ливии и Ирака Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. Есть такое мнение, показываем его. А кто-то же считает, что событием, которое бы изменило мир, стал бы арест Путина. Комментарий звучит так. Для меня было бы неожиданное событие арест Путина в какой-то стране. Это изменило бы все. Также подписчики считают, что распад России на отдельные государства-республики изменит мир в лучшую сторону для всех народов. А что вы думаете по этому поводу? Нарушенное обещание. Человек, который должен заняться поиском мира между Россией и Украиной, внезапно отложил свой визит в Киев. Отставной генерал США Кит Келлог, которого Трамп решил назначить спецпредставителем по Украине, не приедет ни к Зеленскому, ни к другим лидерам Европы. Об отсроченном визите пишет Рейтер и уточняет, что поездка может состояться, но не до инаугурации Трампа, как планировалось раньше, а уже после нее. Теперь ожидается, что Келлог посетит Украину после того, как Трамп вступит в должность, хотя точная дата пока не определена, заявили источники. Причины задержки поездки пока остаются неясными. Западная пресса ранее сообщала, что Кит Келлог работал над мирным планом для Украины, который предполагает заморозку линии фронта, частичное снятие санкций с РФ, а вот полный отказ от санкционного режима против Путина возможен при заключении сделки между Киевом и Москвой, которая понравится при этом Украине. В то же время в Польше дали понять, что заморозка линии фронта не вариант. Важен выход на международно признанные границы Украины. Наиболее естественным и долговечным решением было бы возвращение к международно признанным границам Украины. Эти границы были даны Украине в Будапештском меморандуме, и Владимир Путин сам признал эти границы в договоре с Украиной, который подписал и ратифицировал в 2004 году. Трамп продолжает качать Канаду и настаивает на том, что эта страна должна стать 51-м штатом США. Очередное заявление избранный президент сделал после того, как накануне в отставку ушел премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Многим жителям Канады нравится быть 51-м штатом в мире. США больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, которые необходимы Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку. Если бы Канада объединилась с США, то не было бы никаких пошлин, налоги были бы значительно снижены, и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают. Вместе это была бы великая нация. В Канаде также обсуждают угрозы Трампа, который обещал, что в первый день своего президентства подпишет указ о 25% тарифах на импорт из Канады. Страна утром узнала, что премьер-министр уходит в отставку. Но это не означает, что он больше не премьер-министр в течение следующего месяца или двух. Нам нужен премьер-министр, чтобы он на 100% сосредоточился на вопросе тарифов США. У нас осталось 14 дней до инаугурации избранного президента Трампа. И мы должны сосредоточиться, чтобы убедиться, что эти тарифы не будут введены. А если они все же будут введены, мы должны быть уверены, что у федерального правительства есть четкий план. В Украине определились со словом 2024 года, и как бы печально это ни звучало, но по версии словаря современного украинского языка и сленга «мы-слово», этим словом стала «бусификация». Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека кое-где вместе со здравым смыслом отходят на второй план. Интересно, но среди других претендентов на звание слова года были СЗЧ, самовольное оставление части, Курская операция, усталость, переговоры, МСЭК, это медико-социальная экспертная комиссия, с которой были связаны коррупционные скандалы, а еще популизм, Магура, это морские дроны, квадроберы и лалахизия, неологизм, обозначающий использование ненормативной лексики для того, чтобы снять стресс или боль.
Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Новый этап расследования. Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии уже передала казахстанским следователям данные с черных ящиков пассажирского самолета, который упал под Актау. В Бразилии показали, как выглядят бортовые самописцы. Кроме того, судя по заявлениям, вся информация на них уцелела. Напомню, Бразилия провела изъятие данных, так как является страной, где был сконструирован самолет. Тем временем в Казахстане выпустили на свободу блогера, который был арестован лишь за то, что в первые часы после трагедии опубликовал самые четкие фото и видео с места падения лайнера. Мужчину обвиняли в том, что он якобы мешал спецслужбам работать в зоне крушения. Сам Азамат Сарсенбаев намекает, что арест политически мотивирован, а пользователи соцсетей пишут, что Сарсенбаев показал миру правду, которая была крайне неудобной для Путина. Ведь РФ, судя по заявлениям президента Азербайджана Алиева, пыталась замять дело и скрыть то, что самолет был поврежден в результате работы ПВО в Чечне. Скандал в Узбекистане. Учеников музыкальных школ выгнали на холод в легкой праздничной одежде для участия в открытии нового моста в Денау. Событие произошло еще в начале декабря, но уже сейчас в пресс-службе детского омбудсмана заявили, провели расследование и виновные в такой эксплуатации детей будут наказаны. Презентация была изучена Министерством культуры Республики Узбекистан, и к соответствующим должностным лицам области применено дисциплинарное взыскание за создание угрозы здоровью детей. В открытии моста участвовало 16 девочек и 4 мальчика. При этом чиновники были одеты в теплую зимнюю одежду. В Минкульте Узбекистана заявили, что подобных случаев быть не должно, а необоснованное привлечение учащихся в какой-либо деятельности должно оказаться под запретом. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.